Билл Мюррей, как по мне, обладает одним особенно ценным для комика навыком. Он способен рассмешить с абсолютно невозмутимым лицом, а порой ему для этого даже не приходится что-либо говорить. То, как его герои ведут себя в той или иной ситуации, уже само по себе выглядит комично. Но при безоговорочном комедийном таланте Мюррей еще и отлично смотрится в серьезных драматических ролях. И пусть их фильмография актера насчитывается не так много, но зато практически все его появления в серьезных амплуа со стопроцентной точностью попадают в зрителя. Об одном из самых неординарных актеров Голливуда и пойдет речь в этом ролике. Это история Билла Мюррея. Приятного просмотра. Билл Мюррей родился 21 сентября 1950 года в городе Эванстон. Помимо Билла, семейство Мюрреев насчитывало еще 8 детей. И, как признавался актер, чтобы как-то привлечь к себе внимание родителей, он уже в детстве стал использовать чувство юмора. Кое-как закончив школу, Мюррей поступил в колледж, где не продержался долго и был отчислен через год. Поводом к этому послужил неудачный пранк в исполнении Билла. Как-то раз он возвращался домой на каникулы и в аэропорту пошутил, что перевозит в чемодане бомбу. Сотрудники аэропорта шутку не оценили и устроили тщательный досмотр вещей актера. Бомбу они, конечно, там не обнаружили, но зато нашли пакетик с марихуаной, на который, видимо, сам Мюррей подзабыл, когда решил затеять свой розыгрыш. Об этом инциденте тут же сообщили в учебное заведение, и Мюррей был отчислен. В итоге вместо учебы Билл вернулся домой и отправился работать. Параллельно с этим он посещал местный театральный кружок. В какой-то момент Мюррей всерьез задумывается над актерской карьерой и отправляется в Нью-Йорк, где становится членом комедийного шоу, выходящим на местной радиостанции. На молодого комика обращают внимание телевизионные продюсеры, и в 1975 году Мюррей получает приглашение присоединиться к шоу Saturday Night Live. Подвох был в том, что это было не то популярное шоу, которое являлось плацдармом для старта карьеры многих популярных ныне комиков, а одноименный проект, который выходил на телеканале ABC. Шоу просуществовало всего 1 год, после чего было принято решение о его закрытии. Впоследствии Saturday Night Live от ABC так и вовсе было признано самым провальным проектом в истории американского телевидения. Во многом это было обусловлено тем, что ведущий проекта Говард Коссел являлся культовым спортивным комментатором в США, но при этом был абсолютно далек от мира юмора, что, по всей видимости, не смутило продюсеров, когда они утвердили его на роль ведущего комедийного шоу. Несмотря на то, что Мюррей пробыл на ТВ недолго, он успел обратить на себя внимание, и вскоре с актером связались продюсеры того самого шоу Saturday Night Live с телеканала NBC. И в 1977 году Мюррей становится постоянным участником комедийного телепроекта. Сейчас Saturday Night Live является одним из самых популярных и долгоиграющих шоу на американском телевидении, в которое мечтает попасть каждый начинающий комик. Но на момент, когда в нем появился Мюррей, стартовал только лишь 2-й сезон проекта, и не было никаких гарантий, что шоу не повторит судьбу своего печально известного тезки. Но продюсеры NBC учли неудачный опыт своих коллег и решили вообще отказаться от постоянного ведущего. Несменяемым был только актерский состав, а роль ведущего брала на себя приглашенная звезда. Эта формула используется в шоу и по сей день. За те 4 года, которые актер провел в Saturday Night Live, Мюррей мало того, что органично вписался в проект, так еще и внес существенный вклад в рост его популярности, так как являлся еще и одним из авторов шоу, за что даже получил Эмми. С ростом популярности шоу росла и узнаваемость самого актера, и на Билла стали обращать внимание кинопродюсеры, вследствие чего ему стали предлагать первые роли в фильмах. При этом из-за популярности Мюррея его дебют на большом экране состоялся сразу в главной роли в фильме «Фрикадельки». Лента, по сути, представляла собой стандартную молодежную комедию про то, как парням тяжело дается совладать со своими гормонами при взгляде на полуобнаженных девушек. При том, что каких-либо восторженных отзывов картина не вызвала, ей удалось при бюджете в $1,5 миллиона канадских долларов собрать в прокате 43 миллиона американских долларов. Обмен валюты по столь выгодному курсу поспособствовал тому, что со временем вышло огромное количество продолжений, которые уже обходились без Мюррея, впрочем, как и без кассовых сборов. Востребованность Билла на большом экране начинает расти, и в 80-м году он появляется сразу в 2 фильмах – комедиях «Гольф-клуб» и «Там, где бродит бизон». Первая не смогла похвастать большим количеством хвалебных отзывов со стороны зрителей, но зато собрала в прокате $39 миллионов при бюджете в 6 миллионов. Вторая же наоборот, понравилась аудитории, но смогла собрать всего $6 миллионов. В большей степени зрители восприняли появление Билла Мюррея на большом экране положительно, а потому его фильмография стала стремительно обзаводиться новыми проектами. В 1981 году он снимается в комедии «Добровольцы по неволе», в котором также одну из ролей исполнил Харви
Харальд Ремис, а режиссером выступил Айван Райтман. Картина прекрасно показала себя в прокате, собрав $85 миллионов при бюджете в 10 миллионов, а также получила много положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей. Еще более теплый прием со стороны аудитории получил и следующий проект с участием Билла, которым стал фильм «Тутси». Лента, помимо высоких оценок, смогла собрать в прокате $170 миллионов при бюджете в 20 миллионов. Правда, в фильме Поллока солировал Дастин Хоффман, в то время как Мюррею была отведена второстепенная роль. Но актер от недостатка внимания не страдал. Его появление в фильме было высоко отмечено аудиторией, и Билла стали называть восходящей звездой. Ну а в 1984 году он стал звездой полноценной, после того, как на экраны вышел фильм «Охотники за привидениями». Несмотря на то, что за сценарий фильма отвечал Харальд Ремис, а режиссером выступал Айван Райтман, с которыми у Мюррея уже был успешный совместный проект «Добровольцы по неволе», изначально Билла в ленту про охотников за привидениями не позвали, при том, что автором идеи фильма был Дэн Эйкройд, который также являлся другом Мюррея еще со времен Saturday Night Live. Любовь к паранормальному передалась Эйкройду от отца, который, еще будучи советником премьер-министра Канады Пьера Трюдо, написал книгу под названием «История привидений», который описал свой опыт исследования паранормальных явлений. После того, как в прокате выстрелил фильм «Братья Блюз», Эйкройд на волне возросшей популярности всерьез задумался над экранизацией своей давней идеи. Вместе с Ремисом они написали сценарий и отправили его агенту Эйкройда Майклу Овицу. Тот, в свою очередь, увидел потенциал в паранормальной комедии и заверил молодых актеров, что такой сценарий будет легко продать студия. В качестве исполнителей главных ролей выступали Эйкройд и Ремис, а также друг и экранный напарник Эйкройда по фильму «Братья Блюз» Джон Белуши. После смерти Белуши Эйкройд так и вовсе отказался от проекта, но впоследствии все же вернулся к «Охотникам», отдав роль Белуши Биллу Мюррею. Как и предполагал Овиц, студии проявили огромный интерес к проекту. Помимо оригинальной идеи, уверенности в успехе картины добавлял еще и актерский состав, включающий в себя звездных на то время комиков, за плечами у которых уже был ряд кассово успешных проектов. Сами комики тоже прекрасно осознавали свой статус и выдвинули студиям условия, которые даже сейчас выглядят заоблачными. Как рассказывал в своей биографии Майкл Овиц, согласно этим условиям Эйкройду, Мюррею, Ремису и Райтману отходило 30% от дохода с проката ленты в кинотеатрах и с продаж на носителях. Многие студии, услышав такие требования, быстро умыли руки. Самой же отчаянной кинокомпанией оказалась Columbia Pictures, которая, видимо, уж очень верила в успех фильма и взялась курировать производство картины. Премьера фильма оказалась одним из самых громких событий 1984 года. Лента при бюджете в $30 миллионов собрала в прокате 280 миллионов, став самой кассовой комедией в истории Голливуда, и смогла продержаться в этом статусе до 90-го года, пока ее с первого места не сместил фильм «Один дома». Помимо этого, «Охотники» разошлись огромным тиражом на VHS. В итоге каждый актер, а также режиссер Айван Райтман получили по $75 миллионов. Помимо кассового успеха, лента получила крайне теплый прием от аудитории, что зрители, что критики одаривали «Охотников» хвалебными отзывами, называя их одним из лучших фильмов того года. Не смутило зрителей и то, что до кинотеатров добралась полусырая версия фильма. Изначально Райтман собирался выпустить картину в сентябре, но Columbia настаивала именно на летнем релизе, так как видела в проекте летний блокбастер. Райтману ничего другого не оставалось, как подчиниться и выпустить фильм в указанный Columbia срок. В итоге версии ленты для кинотеатров во многих сценах были видны сырые спецэффекты, торчащие микрофоны и прочие элементы, которые, как правило, убираются во время постпродакшена. Но, к счастью для создателей, аудитория была настолько увлечена происходящим на экране, что на эти недочеты никто особо не обратил внимания. Ну а к релизу фильма на VHS все эти огрехи поправили. Естественно, такой успех не мог пройти бесследно, и спустя несколько лет студия дает добро на производство сиквела, который выходит в 1989 году. На этот раз участники фильма выбили себе еще более комфортные условия по контракту. К имеющимся 30% от сборов добавился еще и аванс в размере $6 миллионов. Показатели сиквела в кинотеатрах были чуть скромнее по сравнению с оригиналом, и фильм при бюджете в $37 миллионов собрал 215 миллионов. Но тем не менее, с учетом продаж на VHS, каждый ведущий актер получил еще $50 миллионов. Сиквел также уступал оригиналу и по оценкам. Особенно это было заметно по отзывам критиков, которые отнеслись ко второй части куда более прохладно. За те 5 лет, которые составил промежуток между выходом первой и второй части «Охотников», Мюррей снялся только в одном проекте, которым стала комедия «Новая рождественская сказка», вышедшая в 1988 году. Лента получила множество положительных отзывов как от зрителей, так и от критиков и собрала в прокате $60 миллионов при бюджете в $30 миллионов.
Столь долгий перерыв после первой части «Охотников» был скорее добровольным, чем вынужденным. Актер посвятил свободное время путешествиям и просто жил в свое удовольствие. Но в начале 90-х Мюррей снова начинает активно сниматься, при этом пробуя себя в новом амплуа. В 1990 году Билл дебютирует как режиссер, снимая, а вместе с тем и исполняя главную роль в фильме «Быстрые перемены». Картина получила весьма теплый прием, правда выражалось это в хвалебных отзывах зрителей, в то время как кассовые сборы оставляли желать лучшего, и ленте удалось собрать всего $15 миллионов в прокате, что было сопоставимо с ее бюджетом. Вообще, в начале 90-х актер радует своих поклонников отличными фильмами. Вслед за «Быстрыми переменами» на экраны вышла комедия «А как же Боб?». Лента также пользовалась любовью у зрителей и смогла вызвать симпатию критиков, которые отзывались о фильме в положительном ключе. Но самой яркой работой того периода с участием Мюррея стал фильм «День сурка», который вышел в 1993 году. Режиссерское кресло занял Харальд Ремис, а потому зрители подошли к просмотру ленты с большими ожиданиями, так как тандем Ремиса и Мюррея еще никогда не подводил. Не подвел он и в этот раз, и лента смогла влюбить в себя миллионы зрителей. Получив крайне высокие оценки от аудитории, «День сурка» собрал в прокате $70 миллионов при бюджете в 14 миллионов. Герой Мюррея, который вынужден из раза в раз проживать один и тот же день, стал настоящим народным любимцем. Но стоит сказать, что народное признание за эту роль самому актеру далось нелегко. И главным испытанием для Мюррея стали как раз таки сурки, с которыми у него, откровенно говоря, не заладились отношения. По признаниям актера, во время съемок животные несколько раз его кусали, в результате чего Биллу даже пришлось пройти цикл прививок от бешенства. В любой другой ситуации подобная травля со стороны сурков вызвала бы сопереживание коллег, но не в случае с Биллом Мюрреем, который, по признаниям многих участников съемочного процесса, вел себя отвратительно и непрофессионально. В тот период актер разводился со своей первой женой, что не лучшим образом сказалось на его состоянии, как психологическом, так и финансовом. По воспоминаниям очевидцев, актер являлся на съемке в плохом настроении, ни с кем не разговаривал, а если уж и вступал в дискуссию, то только ради того, чтобы поспорить. Особенно часто Билл вступал в конфронтацию с Харальдом Ремисом. Вскоре Мюррей так и вовсе перестал коммуницировать с режиссером, а когда Ремис попросил Билла нанять ассистента, через которого можно было бы общаться, Мюррей прислушался к этой просьбе, вот только на должность ассистента взял глухонемого человека. При этом актер абсолютно не владел языком жестов. В результате такого поведения к финалу съемок Мюррей и Ремис рассорились окончательно и не общались друг с другом на протяжении многих лет. Ремис предпринимал попытки наладить отношения и даже предлагал Биллу роль в своем фильме «Ледяной урожай», но Мюррей это предложение проигнорировал. И лишь незадолго до смерти Ремиса Мюррей все же смог забыть о разногласиях и приехал навестить старого друга. Удалось ли друзьям примириться, так и остается загадкой. После «Дня сурка» фильмография Мюррея продолжает стремительно пополняться новыми проектами. В каких-то ему достаются главные роли, а в каких-то актер мелькает на второстепенных планах. Но объединяет эти работы то, что практически все они пользуются любовью зрителей. Правда, это не всегда обеспечивает кассовый успех этим фильмам. Наиболее ярким примером этого расхождения стала комедия «Человек, который слишком мало знал». Фильм получил большое количество положительных отзывов от аудитории, но при этом в прокате смог собрать всего $13 миллионов при бюджете в 20 миллионов. Абсолютной неожиданностью для многих стало появление актера в фильме «Дикость», что, несомненно, добавило плюсов и без того хорошему триллеру, о котором более подробно я рассказывал в ролике о фильмах 98 года. Вообще, такие вот неожиданные камео стали со временем для Мюррея своего рода фишкой, и он не раз удивлял аудиторию своими появлениями, причем не только на экране, но и в жизни. В интернете полно историй, как Мюррей мог прийти на какую-то случайную, обычную вечеринку и просто отдохнуть там наравне со всеми, а иногда даже помочь помыть посуду. Наравне с эффектными и запоминающимися эпизодическими появлениями Мюррей продолжал блистать и в ключевых ролях. В 1998 году судьба сводит актера с Уэсом Андерсоном, когда Билл играет одну из ключевых ролей в фильме «Академия Рашмор». Несмотря на то, что кассового успеха этот союз не принес и лента смогла собрать в прокате всего $17 миллионов при бюджете в 20 миллионов, фильм смог влюбить в себя зрителей, а вместе с ними и критиков. Картина удостоилась хвалебных отзывов и принесла Мюррею номинацию на «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана. Как признавался Андерсон, он поначалу даже не надеялся, что звезда уровня Билла Мюррея согласится сыграть в его фильме. Но по признаниям Билла, он оказался поклонником творчества режиссера после того, как посмотрел
посмотрел дебютную работу Андерсона «Бутылочная ракета». В результате Мюррей не просто дал свое согласие на съемки в Академии, но и пошел на существенные уступки в своем гонораре, который составил всего $9000. Актеру так понравилось работать с Андерсоном, что впоследствии он в той или иной мере появился практически в каждом фильме режиссера. Причем следующее их воссоединение произошло спустя 3 года, когда Мюррей исполнил одну из ролей в фильме «Семейка Тененбаум». На этот раз, помимо высоких оценок от аудитории, ленте удалось собрать в прокате $70 миллионов при бюджете в $20 миллионов. В том же году актер принял участие в картине «Осмосис Джонс», которая до сих пор остается одним из самых оригинальных проектов в кинематографе. Правда, эта оригинальность не привлекла внимания широкой аудитории, и прокат ленты обернулся для продюсеров полной катастрофой. Картина при солидном бюджете в $70 миллионов смогла собрать в кинотеатрах всего $14 миллионов. В 2003 году актер отходит от комедийного жанра, играя в фильме Софии Коппола «Трудности перевода». Правда, Мюррей, под которого и была написана роль, согласился на участие в фильме не сразу. Для этого его пришлось уговаривать несколько месяцев. Знал бы актер изначально, что эта роль станет одной из лучших в его карьере, наверняка не потратил бы столько времени на размышления. По итогу фильм был крайне тепло встречен зрителями и, получив восторженные отзывы при бюджете в $4 миллиона, смог собрать в прокате $118 миллионов. Вдобавок к этому Мюррей получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Правда, статуэтка в итоге досталась Шону Пенну за фильм «Таинственная река». Но совсем уж без наград Мюррей не остался и смог заполучить «Золотой глобус» как лучший актер в жанре комедия или мюзикл. После этого актер все чаще появляется в фильмах, чей бюджет измерялся несколькими миллионами долларов. Нельзя сказать, что и раньше карьера Мюррея насчитывала большое число крупнобюджетных проектов. Но к середине нулевых его фильмография целиком состоит из авторских картин. Так он снимается в режиссерской работе Энди Гарсия «Потерянный город», снова работает с Уэсом Андерсоном в фильме «Водная жизнь» и исполняет главную роль в ленте Джима Джармуша «Сломанные цветы». При том, что все 3 фильма получили высокие оценки от аудитории, отметиться кассовым успехом смогла только лента Джармуша, собрав в прокате $46 миллионов при бюджете в $10 миллионов. В свое время картина стала для меня приятным открытием, ну а саундтрек так и вовсе заслуживает отдельной похвалы. Довольно удачным получился и опыт актера в озвучке, когда в 2004 году он подарил свой голос популярному коту Гарфилду в одноименном фильме. Лента получила весьма неплохие оценки от зрителей и собрала в прокате $200 миллионов при бюджете в $50 миллионов. Последовавший в 2006 году сиквел похвастать теплым приемом со стороны аудитории не смог, получив в основном негативные отзывы и пару номинаций на «Золотую малину» в придачу. Во второй половине нулевых Мюррей отошел от главных ролей и радовал зрителей хоть и яркими, но лишь небольшими камео. А вот возвращение актера на первые планы явно не задалось. В 2010 году его занесло в фильм «Игры страсти», где также сыграли Микки Рурк и Меган Фокс. И это был, мягко говоря, не самый удачный опыт. Лента получила разгромные отзывы и, выйдя в ограниченный прокат, смогла собрать $25 тысяч при бюджете в $8 миллионов. Немногим лучше обстояли дела и у следующего проекта с участием актера, которым стал фильм «Гайд-парк на Гудзоне». Лента получила в большей степени негативные отзывы и не привлекла интереса широкой аудитории. А вот проверенный временем тандем с Уэсом Андерсоном по-прежнему не давал сбоев, как минимум если судить по реакции зрителей. Вышедший в 2012 году фильм «Королевство полной луны» получил высокие оценки от аудитории и продемонстрировал хорошую кассу, собрав $68 миллионов при бюджете в $16 миллионов. Но стоило актеру связаться с кем-нибудь кроме Андерсона, как тут же дела начинали идти не лучшим образом. Даже выглядевший перспективно на бумаге режиссерский проект Джорджа Клуни «Охотники за сокровищами», который включал в себя целую россыпь голливудских звезд, был встречен аудиторией крайне прохладно, получив большую порцию негатива в свой адрес. Исключение разве что составила картина «Святой Винсент», в котором помимо Мюррея сыграли Наоми Уотс и Мелисса Маккарти. Отличное попадание Мюррея в роль пожилого своенравного ветерана вызвало всеобщий восторг у зрителей и не оставило равнодушными критиков. В 2014 году, помимо уже традиционного появления в проекте Андерсона, которым на этот раз стала «Отель Гранд Будапешт», актер обратил свое внимание на телевидение, снявшись в сериале от HBO «Что знает Оливия». Проект был высоко оценен зрителями и критиками, получив множество положительных отзывов. А вот работы актера на большом экране по-прежнему вызывали не лучшую реакцию аудитории. Фильмы «Алоха» и «Рок на Востоке» отметились кассовым провалом. Ну а перезапуск «Охотников за привидениями», думаю, и сам актер не прочь вычеркнуть из своей памяти. Хоть он и появляется в этой поделке, все
всего на несколько минут. В результате серии неудачных релизов Мюррей сократил количество фильмов и некоторое время вообще перестал появляться в кадре, соглашаясь на участие в проектах только в качестве актера озвучки. В 2016 году он подарил свой голос медведю Балу в фильме «Книга джунглей», а в 2018 озвучил одного из героев мультфильма «Остров собак». После этого Мюррей решил, что если уж и возвращаться к большим ролям, то только с проверенными режиссерами, с которыми до этого у актера были отличные работы. Но эта схема не совсем себя оправдала. В 2019 году Мюррей воссоединяется с Джимом Джармушем, играя одну из главных ролей в новом фильме режиссера, которым стал комедийный ужастик «Мертвые не умирают». Фильм был встречен зрителями довольно неоднозначно, и в большинстве своем лента получила негативные отзывы. Еще одним возрождением некогда успешного творческого союза стал фильм «Последняя капля», режиссером которого выступила София Коппола. Но и тут реакция зрителей оказалась довольно сдержанной, и в большей степени лента смогла понравиться лишь критикам. А вот тандем Мюррея и Андерсона все еще оставался несокрушим, что и доказала премьера фильма «Французский вестник», который вновь собрал охапку восторженных отзывов как от зрителей, так и от критиков. Не смог Мюррей окончательно распрощаться и с «Охотниками за привидениями», и в 2021 году снова вернулся к любимому зрителями образу, появившись в новом перезапуске популярной франшизы. И вроде как собирается это сделать и в будущем продолжении, выход которого должен состояться в 2024 году. Последними на данный момент работами актера являются фильмы «За пивом» и «Человек-муравей. Квантомания», в которых Мюррей исполнил эпизодические роли. Если фильм Питера Фаррелли получил теплый прием от аудитории, то вот проект Disney, по мнению большинства зрителей, стал одним из худших проектов компании. В настоящее время актер не стремится пополнять свою фильмографию новыми работами и, по всей видимости, решил насладиться пенсией. Мюррей приобрел себе бейсбольную команду, так как еще с юных лет является большим поклонником этого вида спорта, а также открыл сеть ресторанов вместе со своими братьями. Карьеру Билла Мюррея можно назвать в какой-то степени уникальной. При всей его популярности, если взглянуть на фильмографию Мюррея, то в ней не окажется большого числа кассовых хитов. Если быть более точным, их всего два – «Охотники за привидениями» и их сиквел. Да и после того, как эта роль прославила его на весь мир, актер не стал хвататься за любые предложения от студий, коих, естественно, было очень много. Вместо этого он так и вовсе пропал на несколько лет из кинематографа. Затем возвращался, снимался в не менее культовых работах и снова пропадал. Он вообще будто существует вне законов шоу-бизнеса. У него нет агента, который бы старался его куда-то пристроить или выстроить вокруг актера какой-то положительный образ. Мюррей сам ведет все переговоры со студиями и выбирает только те роли, которые ему кажутся интересными. А если и соглашается на какие-то работы ради денег, как в случае со своим камео в перезапуске «Охотников», то честно об этом признается. Наверняка, я думаю, в общении Мюррей порой был не самым простым человеком, как можно судить со слов многих его коллег по съемкам. Но что любопытно, сам актер этого не отрицает и не стремится идеализировать себя, пытаясь выглядеть в глазах общественности тем, кем не является. Думаю, эта искренность и умение быть собой чувствуется и в героях, которых актер исполнил на экране. Возможно, поэтому Билла Мюррея и любят миллионы зрителей по всему миру. На этом, пожалуй, и закончу свой видос. Это была история Билла Мюррея. Если понравился ролик, не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на канал. Спасибо за просмотр, всем пока, скоро увидимся.